Всем привет! Сегодня у нас с вами урок по мастике. Вообще я его делать не планировала, поскольку я отношусь к мастике либо нейтрально, либо не очень хорошо, потому что в целом считаю, что сейчас мастик уходит уже назад, и вперед выходит декор из различного изомальта, шоколада, карамели и так далее. Итак, но в любом случае мне хочется показать вам, в принципе, что такое мастика и как с ней работать. Итак, мастика – это сахарная паста. Она бывает нескольких видов. Ее можно сделать самостоятельно. Я ее всегда покупала в кондитерских магазинах. Мастика бывает двух видов основных. Одна из них очень быстро застывает. Ее обычно используют для цветов. То есть такая мастика, ее не нужно долго сушить. Вы ее раскатали, и сразу же, в принципе, можно уже выкладывать, лепестки будут застывать. И мастика, которая другого вида, она у меня, это та, с которой можно долго что-то лепить, и потом, чтобы она застыла, нужно ее, чтобы она подсохла, нужно ее оставить на какое-то время засыхать. Так вот, мы будем делать сейчас рог для единорога и ушки. Мастика, она выглядит вот таким вот образом, как пластилин. Бывает она разных цветов. Я предпочитаю покупать белую и потом уже окрашивать в нужный для меня цвет. Итак, нам нужно будет сделать для нашего единорога рог и ушки. И сейчас сначала мы с вами сделаем ушки. Для этого нам понадобится небольшой кусочек мастики. Нам понадобится такая скалочка для мастики, она тоже продается в кондитерских магазинах, и обычный гелевый водорастворимый краситель. И также для ушек нам понадобится с вами вот такая вырубка, не обязательно такая, как у меня, это может быть просто овал или такой треугольничек, потому что наши ушки, они будут вот такие. И вы можете использовать, вот видите, у меня это вообще были усы, я буду использовать вот это как ушко. То есть вы можете взять какой-то треугольник или какой-то овал и из него уже вырезать, либо вообще вырезать вручную, если нет ни того, ни другого. Итак, у вот этой скалочки ее особенность в том, что у нее есть здесь такие разделители, и видите, у них и с этой стороны у них одинаковая толщина. То есть сейчас при раскатке наших ушек у нас будет, благодаря вот этим двум закрепителям, у нас будет одинаковая толщина. Так, мы раскатываем ровно мастику и вырезаем сейчас наши ушки. Мы вырезаем само ушко. И второй. Мы аккуратно берем нашу мастику. То есть, видите, я не использую здесь ни крахмала, ни сахарной пудры, как некоторые делают. То есть, если брать силиконовый коврик, то у вас все само будет хорошо отходить. Итак, теперь нам необходимо для ушек, можно их еще подрезать немножко. Подрезать вы можете либо обычным ножом, либо скальпелями для мастики. Вот такие различные могут быть скальпели для мастики. То есть, они могут быть пластиковые, могут быть металлические, различные пинцеты. Это все вы можете использовать для различных деталей, чтобы сделать различные детали из мастики. Так, сейчас я немного обрежу наши ушки. Мастику нельзя долго держать, она подсыхает, поэтому обязательно ее всегда держите в полиэтиленовом пакетике после того, как попользуетесь, и его плотно закрываем, либо в герметичном контейнере упаковки. Итак, сейчас для ушек мы сделали первую, получается, оболочку, и нам нужно сделать само внутреннее ушко. Его мы сделаем цвета такого же, как будет рог у нас. Мы берем немного красителя, можно окрашивать зубочистками, можно окрашивать таким образом. Мы добавили краситель и вмешиваем его нашу мастику. Перемешиваем. Лучше делать в перчатках, потому что на руках выделяется пот, и это все влияет на структуру мастики. Плюс, если у вас будет грязная поверхность, если будут пылинки, соринки, то это все тоже отразится потом на конечном изделии. Так, раскатываем вновь. Чуть-чуть не промешалось. Также, чтобы у вас не было пузырьков, старайтесь вымешивать как тесто мастику.
теперь мы берем ту же нашу заготовку, только нам понадобится чуть уже ее сделать и чуть поменьше отрезать. Чтобы приклеилось, приклеить мы можем на воду. Мастика у нас хорошо. Мы немножечко раскатаем, чтобы немного у нас стало. Ушко более однородным. И обрезаем. Можете оставить и так, можете раскатывать таким образом, как вам больше нравится. Теперь мы берем наши ушки, поджимаем их сверху. И можно оставить его и так, можно положить вот в такую форму, чтобы у нас они застыли немножечко полукругом. То же самое сделаем здесь. Это обычные, вот как для шоколада мы используем строительные трубы в обычных строительных магазинах и укладываем наши ушки. Теперь нам нужно, чтобы они полностью у нас подсохли, стали более твердыми, держали форму. И сейчас мы сделаем рог. Вмешиваем сюда наш желтый цвет и добавляем еще немного красителя. И вновь вымешиваем. Мы окрасили нашу массу полностью в желтый цвет и сейчас будем делить на две части. Раскатываем из этих двух частей некого вида морковки, то есть у изголовья они будут потолще и к концу они будут сужаться. Мы берем наши колбаски и закручиваем их вместе. После того, как мы закрутили, мы сейчас обрежем наш конец, край, где у нас начинается наш рог. Мы немного вытягиваем кончик и убираем ненужное, если это необходимо. Обрезаем. И сейчас нам необходимо, чтобы наш этот рог, он постоял, подсох, и только после этого мы вставим в него палочку, которая будет у нас держателем, так скажем, нашего рога. Сейчас мы с вами продолжаем приготовление торта нашего единорог. Мы сделали рог, поставили их сушиться с ушками, и сейчас мы сделаем крем. Для этого нам понадобится 4 разные насадки, 4 кондитерских мешка, крем-чиз и 4 красителя. Сейчас мы окрасим в нужные цвета наш крем и выложим кондитерские мешочки с насадками. Мы выкладываем крем в кондитерский мешок. И подготавливаем. То же самое делаем со всеми остальными. Мы сделали 4 цвета, подготовили их. И сейчас мы начинаем украшать наш торт. Делаем сначала себе обозначение
Здесь у нас будет лицо нашего единорога. И начинаем делать обозначение. И таким образом мы сейчас сделаем такой треугольник, как гриву. Не треугольник, а вот здесь, чтобы чуть-чуть оставалось. То есть вот так. И здесь все украшаем нашим кремом. Потом мы вставим рог и ушки и сделаем глазки. И здесь мы теперь делаем продолжение нашей гривы. Сейчас мы берем кондурин золотой, берем немного водки, чтобы кондурин наш держался лучше. Добавляем сюда кондурин. И этой золотой краской мы сейчас сначала засовываем в наш рог шпажку и покрываем ее нашей золотой краской. Его. Сейчас мы берем и окрашиваем точно так же наши ушки. Мы поставили наш рог и ушки сушиться. Сейчас мы берем ту же водку с кондурином, кисточку потоньше, и будем рисовать глазки нашему единорогу. Мы нарисовали глазки. И сейчас мы ждем, когда подсохнет наш рог и ушки, и поставим их в наш тортик. Мы устанавливаем наш рог и ушки. Ушки можно тоже установить на зубочистку. Торт единорог готов.